Современный мир переживает эпоху устойчивого, но глубоко тревожного роста военных расходов. Каждую минуту человечество тратит на войну и вооружение около 5,5 миллионов долларов. Это примерно 240 миллиардов в месяц и почти 3 триллиона в год. Причина в том, что прямо сейчас на планете развивается несколько десятков военных конфликтов. Некоторые из них возникли совсем недавно, другие тянутся годами и даже десятилетиями. В то же время есть территории, куда войска, ракеты и беспилотники еще не добрались в массовом масштабе. Тем не менее, именно через эти региональные горячие точки проходят главные линии глобального противостояния современности. В центре внимания государства и военные блоки, которые официально считают друг друга либо врагами, либо главными угрозами собственной безопасности. Все больше людей по всему миру уверены, в ближайшие годы может вспыхнуть конфликт планетарного масштаба – Третья мировая война. Где она может начаться? Почему? И кто окажется инициатором? Попытаемся разобраться. Обычно войны не завершаются красивой и окончательной капитуляцией, подобно Второй мировой, когда Германия и Япония официально признали свое поражение. Этот вариант скорее исключение. В последние десятилетия чаще применима другая модель – затяжного конфликта, у которого нет очевидного финала. Раньше войны заканчивались либо победой одной из сторон, либо мирным соглашением. Сегодня же чаще всего боевые действия лишь понижают интенсивность, но полностью не прекращаются. Стороны долгие годы продолжают расходовать ресурсы, оказывают давление друг на друга, надеясь на ослабление противника. В итоге современная война часто выглядит так: десятки, а порой сотни тысяч погибших, протяженное бессмысленное противостояние с периодами затишья, но без явной победы. С такими ранами сегодня кровоточат десятки регионов по всему миру. Мексика, страны Южной Америки, Африканский Сахель, Украина, Афганистан, Сирия, Израиль, Йемен и Ближний Восток. Особенно важный момент – с начала 2010-х мировые военные расходы стабильно растут, устанавливая новые рекорды ежегодно. Возглавляют гонку Соединенные Штаты Америки, оторвавшиеся от Китая, России, Индии и Германии, или Евросоюза в целом. Главными выгодоприобретателями здесь становятся крупные оборонные компании, производители оружия, продающие миллиарды долларов вооружения по всему миру. В их списках в основном представители крупнейших военных держав. Почему так происходит? Война остается дорогим удовольствием, и позволить ее себе могут только богатые страны. Но при этом сама по себе она еще и прибыльный бизнес. Где стреляют и происходят конфликты, там кто-то гарантированно зарабатывает, и далеко не обязательно это те, кто ведет боевые действия. Хороший пример – американская Lockheed Martin. В последние 20 лет каждый год их выручка стабильно растет. За это время Соединенные Штаты Америки успели повоевать в Ираке, Афганистане, Йемене, Сирии, Ливии, Сомали, Пакистане, на Филиппинах, в странах Центральной Африки, а теперь поставляют вооружение для Украины. Компания производит системы, о которых часто слышно в новостях. Реактивные комплексы «Хаймарс», ракеты «Атакамс», противотанковые комплексы «Джевелин», истребители F-16 и новейшие F-35, активно применяемые в Сирии, Иране, Афганистане и Сомали. За эти годы капитализация Lockheed Martin выросла почти в 20 раз, а на разработку и закупки истребителя F-35 Соединенные Штаты Америки потратят более 400 миллиардов долларов. Это самая затратная программа вооружений в истории человечества, сопоставимая с годовыми бюджетами целых стран. Кто оплачивает все это? Как правило, налогоплательщики Соединенных Штатов. Если говорить о главных продавцах оружия, то среди 10 крупнейших и успешных компаний сразу 6 американских. Все они придерживаются крупных правительственных контрактов, ежегодно приносящих десятки миллиардов долларов прибыли. При этом продажи американского оружия идут не только собственным вооруженным силам, но и всему миру на сотни миллиардов долларов. После 2022 года самым динамичным рынком стал европейский континент, но также высокие продажи наблюдаются на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Основные покупатели американского вооружения – Саудовская Аравия, Япония, Катар и Польша. Но оружейный рынок – это далеко не свободная конкурентная площадка. Пример – Турция, член НАТО,
которая решила приобрести российские комплексы С-400. Это вызвало шквал критики со стороны Соединенных Штатов Америки, санкции и запрет на поставки истребителей F-35. И теперь Анкара пытается вернуть российское оружие, чтобы выторговать доступ к американским системам. Похожая ситуация с Австралией, которая сначала подписала контракт на французские подлодки почти на $56 миллиардов, но после создания военно-политического союза с Соединенными Штатами Америки и Великобританией расторгла этот договор, выплатив французским партнерам компенсацию, чтобы получить американские атомные субмарины и усилить контроль в Тихоокеанском регионе. В итоге выбор вооружения – это долгая цепь зависимостей, которая формируется десятилетиями. Европа сегодня остается главным покупателем американского оружия. Это неудивительно, учитывая, что большинство стран на континенте входят в НАТО. Половина американских войск за рубежом размещена именно здесь. Численность достигает почти 100 тысяч военнослужащих, а вокруг них работают десятки военных баз. Аналогичная ситуация складывается на Ближнем Востоке, в Африке, на Филиппинах, в Южной Корее и Японии, а также в водах Тихого океана. Страны, находящиеся под американским военным зонтиком, автоматически становятся клиентами оборонной индустрии Соединенных Штатов Америки. Можно назвать это своеобразной подпиской на оборону, а по факту – на войну. Пример. Соединенные Штаты поставляют истребители F-35 Израилю. Он наносит удары по Ирану. Иран поддерживает движение Хизбалла, которое обстреливает Израиль. Израиль в ответ приобретает еще больше американских вооружений. Саудовская Аравия, вооруженная по американской линии, ведет войну в Йемене, а Йемен в ответ наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии. Так возникают замкнутые циклы противостояния, где потоки оружейных снарядов только ускоряют эскалацию. В таком контексте возникает закономерный вопрос. Если где-то война заканчивается, кто-то теряет очень большие деньги. Следовательно, заинтересованных в окончании конфликтов минимум. И это важный экономический и политический фактор, который необходимо учитывать при анализе современного мира. Вспомним, из-за чего началась Первая мировая война. В первую очередь из-за борьбы за передел колоний, за контроль над ресурсами, дававшими возможность укрепить национальную промышленность и армию. Не изменилось ли что-то кардинально? Нет, только другая география. Сегодня доминирующей ареной борьбы по-прежнему остается Африка. Регион Сахеля – один из самых бедных и одновременно самых нестабильных уголков планеты. За последние 6 лет здесь произошло рекордных 9 военных переворотов. В Мали, Буркина-Фасо, Чаде, Судане и других странах этот хаос подпитывают исламские экстремистские группировки. Они наносят удары беспилотниками, обстреливают мирные поселения минометным огнем, устраивают локальные войны за контроль над землями и ресурсами. Изначально регион богат стратегически важными полезными ископаемыми – ураном, алмазами, золотом. Французская компания «Арана» добывала уран в Нигере десятилетиями, снабжая Францию ресурсами для атомной энергетики. Сегодня же Нигер переживает политический кризис. Военные перевороты 2023 года разорвали прежние контракты с французскими добытчиками, и новое правительство вступило в переговоры с Россией, прося финансовую и техническую поддержку, в том числе для строительства АЭЦ на территории Африки. В соседних Мали и Буркина-Фасо за последние годы также произошли не менее драматичные политические изменения, а военную помощь новым режимам оказывает Россия. Этот регион называют новым африканским корпусом. Мали, Нигер и Буркина-Фасо формируют военный союз, конфедерацию государств Сахеля. Но принесет ли такой союз стабильность? Пока нет. Террористические группировки увеличивают масштаб насилия, гражданское население страдает, а территории становятся ареной столкновений между различными вооруженными формированиями и поставщиками оружия. Контроль за добычей и экспортом полезных ископаемых – фактор первой важности. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах Африки. Американцы и европейцы вкладывают значительные средства в строительство железнодорожного коридора Лабита, мощной транспортной артерии длиной около 1300 километров, соединяющей порт в Анголе с горнодобывающими районами Замбии и Демократической Республики Конго, ДРК. Это путь для вывоза минеральных богатств из Африки к мировому рынку.
ДРК – настоящий кладезь ресурсов Африки, включая крупнейшие мировые месторождения меди и кобальта, ключевого металла для современных литий-ионных аккумуляторов, используемых в электронике, электромобилях, дронах и системах вооружения. Более половины всего мирового кобальта добывается именно здесь, а основным импортером этого металла становится Китай. Пекин активно инвестирует в африканскую инфраструктуру, строя железные и автомобильные дороги и мосты, обеспечивая транспортные коридоры от портов Анголы на Атлантике до городов Танзании, таких как Дар-эс-Салам, открывающих выход к Индийскому океану. Таким образом, Китай связывает ключевые регионы Африки в единую логистическую сеть, позволяющую максимально эффективно контролировать торговлю и ресурсы. Этот статус африканских ресурсов и их конкуренция порождают новые очаги напряженности, по сути, будущие потенциальные горячие точки мирового конфликта. Напомним, что в начале XX века стремление европейских империй к контролю над Африкой напрямую спровоцировало соперничество и стало одной из причин Первой мировой войны. Современность отличается лишь деталями. Если в начале прошлого века европейцев было в 2 раза больше, чем африканцев, то уже к середине 21 века население Африки может достигнуть около 4 миллиардов человек. И это изменение создает новые вызовы: угроза внутренней дестабилизации, борьба за ресурсы, рост миграционных потоков, усиление этнических и религиозных разногласий. При этом важно понимать, что Африка – не единое монолитное пространство, а несколько частично изолированных регионов. Арабский север, безжизненная пустыня Сахара, страны Западной Африки, центральная и восточная части континента, а также Южная Африка. Между ними часто нет инфраструктурных связей и культурного единства, что усложняет создание единого фронта или масштабной региональной коалиции. Поэтому, хотя внутри континента могут вспыхивать серьезные конфликты, вероятность начала крупномасштабной мировой войны именно из-за Африки невысока. Для такого сценария необходимы районы, где непосредственно пересекаются и сходятся глобальные интересы всех крупных военных держав. Ярким примером таких ключевых зон является Ормузский пролив, критический морской путь, через который проходит около 20% мировой нефти. Существует всего несколько узких морских артерий, по которым поставляются энергоносители, и Ормуз – один из них. Если Тегеран решит перекрыть пролив, мировые цены на нефть мгновенно возрастут вдвое. Важный нюанс: основными покупателями поставляемой через Ормуз нефти являются не Соединенные Штаты или Европа, а такие страны, как Индия и Китай. Они сильно зависят от этого энергетического потока. Еще одна узкая точка – Малакский пролив у берегов Малайзии и Сингапура, по которому проходит до 80% импортной нефти Китая и 40% всего газа. Перекрытие этого пролива или угроза этому транспортному маршруту мгновенно вызывает напряжение. Вопросы безопасности в этих регионах связаны с контролем над ресурсами и жизненно важными торговыми путями, что делает такие точки наиболее вероятными очагами военных конфликтов или стратегических столкновений. Неудивительно, что у Соединенных Штатов под каждой стратегической морской артерией есть собственные военно-морские базы, готовые обеспечить контроль и вмешательство. Особое внимание в мировой геополитике сейчас привлекает остров Тайвань. Рядом с ним проходят торговые пути, по которым проходят товары и грузы, связанные с Японией, Китаем, ОАЭ, Ираном, Индией, Россией и многими другими странами. Но главный фактор, делающий Тайвань критическим – производство более 90% передовых микрочипов планеты. Это не просто компоненты для компьютеров и смартфонов. Это мозг современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, электронных систем управления и вооружения. Китай считает Тайвань своей территорией и настаивает на его возвращении под свой контроль. Соединенные Штаты десятилетиями поставляют острову оружие, стремясь сдержать Пекин. Президент Китая Си Цзиньпин уже ставит задачу подготовиться к военной операции в отношении Тайваня к 2027 году. Ежегодно китайская армия проводит учения, имитирует блокаду острова и запускает ракеты в его водах, все ближе подходя к его берегам. Без поддержки Соединенных Штатов Тайвань в случае вооруженного вторжения не выдержит удара.
Для Вашингтона потерять остров значит не только утратить важнейшего союзника в регионе, но и лишиться доступа к критически важным технологиям и производственным цепочкам микрочипов, от которых зависит вся военная и технологическая мощь Соединенных Штатов Америки и их союзников. Поэтому в последней стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки главной зоной интереса становится не Украина и Европа, а Индо-Тихоокеанский регион. Там создаются новые военные союзы, укрепляются партнерства с местными странами и вкладываются значительные ресурсы. Ситуация осложняется тем, что ключевой производитель микрочипов на Тайване, корпорация TSMC, имеет планы по строительству заводов в Соединенных Штатах, в частности в Аризоне, при поддержке американских субсидий свыше $6,5 миллиарда. Это стратегия создания резервной базы производства на случай войны, когда доступ к тайваньским фабрикам может быть утрачен. На самом Тайване существует даже план выжженной земли, разрушение собственного производства, чтобы оно не перешло под контроль Китая в случае захвата острова. Таким образом, Китай, даже если удастся взять Тайвань силой, получит не рабочие заводы, а их руины. Почему вообще вероятность войны между ведущими державами так высока? Объяснение дает старая теория ловушки Фукидида, названная по имени древнегреческого историка. Он показал, что власть смены гегемона почти всегда заканчивается конфликтом, потому что восходящая сила пугает существующую. За последние 500 лет в 12 из 16 случаев взлет новой державы приводил к войне с прежним лидером. Но при этом войны случаются не потому, что одна сторона хочет разрушения, а потому что страх и недоверие сильнее разумных решений. Именно это и подтолкнуло к столкновению Спарту и Афины в античности, а в 20 веке СССР и Соединенные Штаты к холодной войне. Важным фактором, который сдерживает прямое военное столкновение, является ядерное оружие. Сегодня атомное вооружение имеет 9 стран, и большая часть ядерных сил сосредоточена у Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, которые обладают тысячами боеголовок. Для предотвращения случайной ядерной войны Соединенные Штаты и Россия создали круглосуточные системы раннего обнаружения пуска баллистических ракет. К примеру, американская система SBIRS использует спутники, висящие на орбите на десятках тысяч километров, которые за от 20 до 30 секунд могут увидеть инфракрасное свечение от двигателя ракеты. Аналогичная станция есть и в России, система ЕКС. Когда запускается ракета, данные мгновенно передаются в командные центры, где специалисты быстро разбираются, это учение, запуск спутника или реальное нападение. Классический пример сработавшего здравого смысла – случай советского офицера Станислава Петрова в 1983 году, который, несмотря на тревогу о якобы пускавшихся ракетах Соединенными Штатами, понял, что система ошибается, и не стал отдавать приказ на ответный ядерный удар. Это один из самых ярких примеров того, как человеческий фактор может предотвратить глобальную катастрофу. Вместе с тем, история красноречиво показывает, что решение начать войну может принять один единственный выстрел, как в Сараеве в 1914 году. Правительства и корпорации зачастую накачивают собственные общества идеологией военного решения проблем, что порождает непримиримость и эскалацию. Современному миру стоит усвоить два афоризма. Войны начинаются тогда, когда вы этого хотите, но не заканчиваются, когда пожелаете. И еще одна. Неизвестно, каким оружием будет вестись Третья мировая, но следующее после нее, скорее всего, уже будет на палках и камнях. Этот сдерживающий фактор – серьезное предупреждение. Итак, мы видим, что современный мир держится на хрупком балансе, где сосуществуют экономические интересы, технико-военные достижения и риски разрушительных конфликтов. Вооруженные столкновения продолжаются, и география расширяется, а военные бюджеты совершают исторические рекорды. В таких условиях способность понять причины конфликтов, распознать факторы эскалации и работать над способами поддержания мира становится критически важной для всего человечества. Если зашел контент, не забывайте на него реагировать. Подписывайтесь.